Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Прямо сейчас в Германии обсуждают изменения, способные серьезно повлиять на ваши кошельки или изменить привычные жизненные планы. Сначала вместе с вами детально проанализируем, почему же Германия хочет отменить популярную льготную пенсию в 63 года. Что именно изменится для миллионов трудящихся и как же защитить свои накопления. Во второй части выпуска «Риск потери детских выплат» мы выясним, почему 800 тысяч семей могут столкнуться с прекращением пособия из-за одного конкретного ведомственного письма. И в завершение, друзья мои, обязательный обмен старых водительских прав, жесткие сроки и новые штрафы. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, друзья мои, в кулуарах власти разгораются нешуточные споры. Если вы проживаете на территории страны в последние годы, то наверняка лично уже замечали, что немецкая социальная система сталкивается с серьезным демографическим вызовом. Продолжительность жизни населения стабильно увеличивается, а рождаемость остается низкой. И именно из-за этого государство сталкивается с важным вопросом: как же сохранить рынок труда и обеспечить устойчивость системы социальной поддержки? И именно по этой причине на правительственном уровне сейчас всерьез обсуждают масштабную перестройку отдельных элементов государственной модели. Специальная экспертная комиссия предлагает не просто поднять общую возрастную планку, но и расширить, друзья мои, расширить круг категорий граждан, которые должны участвовать в системе социальных взносов, включая тех, кто ранее имел особые налогообложения. Эти изменения могут затронуть государственных служащих и самозанятых фрилансеров. Однако, друзья мои, одним из наиболее обсуждаемых пунктов реформы называют возможный отказ от популярной программы досрочного ухода на заслуженный отдых, известный как Ренте-Мид 63. Сегодня стандартный общенациональный пенсионный возраст, напомню, в Германии зависит именно от года вашего рождения и постепенно повышается к установленному рубежу, во сколько правильно, в 67 лет. Для некоторых граждан, имеющих, например, 45 лет соответствующего страхового стажа, действуют особые условия досрочного выхода, однако возраст без удержания также определяется годом рождения. Сегодня воспользоваться таким вариантом удастся лишь в 64,5 года, а вскоре, друзья мои, как я вам рассказывал в предыдущих видео, планку могут поднять до 65 лет. Существует и, конечно же, альтернативный путь. Это завершить карьеру ровно в 63 года, накопив минимум 35 лет страхового стажа. Однако данная схема регулируется совершенно иными нормами, которые предусматривают пожизненное уменьшение чего? Правильно, пенсионных выплат. За каждый досрочный месяц из будущей вашей пенсии, напомню, будут вычитывать минус 0,3%. В итоге максимальное уменьшение выплат может составить аж целых 14,4% от вашей ежемесячной суммы. На этом фоне коалиционное правительство Фридриха Мерца, состоящее, напомню, из блоков ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии СДПГ, рассматривает возможные изменения на основе тех самых июньских рекомендаций экспертов. Возможный отказ от программы Ренте-Мид в 63 года станет одним из наиболее обсуждаемых пунктов пенсионной реформы. Аналитики кадрового холдинга Stepstone подчеркивают, что сохранение кадров на производстве, друзья, на производстве из-за возможного ограничения досрочного завершения карьеры может заставить корпоративный сектор пересмотреть кадровые стратегии найма. Вдобавок, эксперты предлагают поднять планку и для альтернативного варианта ухода на покой. То есть возраст для выплат, назначаемый при накоплении 35 лет страхового стажа со снижающими выплату вычетами, чиновники планируют поднять с 63 до 64 лет. Канцлер Фридрих Мерц заявил о намерении правительства оперативно продвигать пакет реформ в рамках действующего правового поля.
По заявлениям главы правительства Германии, данные шаги призваны одновременно укрепить финансовую стабильность пенсионной системы и, соответственно, что правильно обеспечить справедливое распределение нагрузки между поколениями жителей Германии. При обсуждении таких изменений отдельное внимание уделяется и вопросам трудовых прав самих работников, которыми в Германии занимаются, вы знаете, специализированные правовые организации, включая и Roland Rechtsschutz. Статистика подтверждает, что досрочный уход на покой без урезания выплат остается очень востребованным. Данным вариантом пользуется примерно, чтобы вы понимали, каждый третий человек, имеющий соответствующее право. То есть ежегодно документы оформляют от 250 тысяч до 280 тысяч человек. Изначально этот механизм разрабатывали как такую, скажем, важную социальную льготу для людей тяжелого физического труда, например, строителей или сиделок. Однако, друзья мои, реальность оказалась совершенно иной. Данной возможностью чаще внимание пользуются граждане с непрерывной трудовой биографией. Сегодня журналисты телеканала BR24 подчеркивают, что мужчины с высокими доходами и хорошим состоянием здоровья уходят досрочно активнее некоторых других групп. Подобная практика создает, соответственно, и дополнительную нагрузку на пенсионную систему, то есть люди прекращают свою трудовую деятельность раньше, при этом выплаты из системы могут продолжаться дольше. По сведениям немецкого фонда пенсионного страхования, на который ссылаются репортеры BR24, ежегодные чистые расходы государственной системы, связанные с программой Rente mit 63, составляют порядка, внимания, 3,5 миллиардов евро. Представляете, какие большие суммы? Именно такие финансовые расчеты стали одним из аргументов правительства Фридриха Мерца в дискуссии о возможном изменении этой льготы. Согласно свежему аналитическому докладу Института DIW Берлин, полная ликвидация этой льготы способна сберечь государственной казне порядка уже 9,5 миллиардов евро на каждом новом поколении пожилых людей. Поскольку граждане станут трудиться дольше, соответственно, еще аж 125 тысяч квалифицированных специалистов продолжат оставаться на условиях полной занятости внутри всей национальной экономики. Экономисты розничного конгломерата Отто подчеркивают, что сохранение столь мощного кадрового ресурса на рабочих местах обеспечит стабильный приток подоходных отчислений в бюджет и может поддержать покупательскую способность населения. Сегодня, по оценкам экспертов, именно данный шаг позволит ослабить фискальную нагрузку и снизить базовый тариф пенсионных взносов для молодого поколения. Последнее исследование агентства Прогноз наглядно подтверждает эту гипотезу. Отмена досрочного ухода позволит удерживать страховую ставку ниже, внимания, на 0,4 или 0,5%. К 2030 году сбор зафиксируется на отметке примерно в 19,5% вместо кризисных 20%. Подобная стабилизация, скажем так, страховых тарифов особенно важна для тяжелой индустрии, включая заводы концерна, таких как Bosch, Siemens, где корпоративное отчисление за персонал, кстати, напрямую формирует себестоимость их продукции. Но, друзья мои, реакция на инициативу властей Фридриха Мерца оказалась предсказуемой полярной. Оппозиция и рабочие союзы встретили проект с жесткой критикой. Представители объединения Верди назвали ликвидацию досрочного ухода полным пренебрежением к трудовому вкладу граждан Германии. Глава крупнейшего союза IG Metall Кристиане Беннер выступает против отмены этих выплат после 45 лет стажа. Она советует чиновникам лично посетить верфи, доменные те же печи, или конвейеры автомобильных производителей, таких как Opel, Volkswagen и других, дабы оценить износ, скажем так, сменных рабочих предпенсионного возраста. Против реформы также выступили главы восточных регионов. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке публично подчеркнул в социальных сетях, что 45 лет тяжелой работы – это более чем исчерпывающий срок для получения полноценных выплат.
Сегодня, как показывает свежий социологический срез, подавляющая часть населения выступает против закрытия окна возможностей для досрочного завершения карьеры. Согласно данным исследовательского института Инза, подготовленным по специальному заказу печатного издания Bild, порядка, внимания, 68% респондентов выступают против ликвидации программы, и только 24% участников одобряют фискальный маневр. Подобные настроения широко распространены внутри трудовых коллективов крупнейших работодателей страны. В секторе розничной торговли, например, среди сотрудников таких сетей, как Rewe, Lidl и другие, многие также рассчитывают на сохранение прежних социальных гарантий. В данный момент правительственные структуры активно работают над юридической трансформацией, назовем это так, экспертных рекомендаций в официальные законопроекты. После завершения ведомственной подготовки пакет документов передадут на детальное слушание уже в парламент Бундестага, где и состоится финальное голосование. Но, друзья мои, очевидно, что в ближайшие месяцы острые те самые дебаты вокруг пенсионной реформы развернутся далеко за пределами Бундестага. А вот дальше, друзья мои, социальные ведомства Германии готовят масштабную ревизию выплат, которая затронет сотни тысяч получателей детских пособий. Около 800 тысяч, друзья мои, семей в Германии рискуют полностью лишиться финансовой поддержки из-за одного конкретного письма. В этом официальном уведомлении семейная касса настоятельно требует сообщать о дальнейших жизненных планах подростков, включая учебу, работу или добровольческую службу. Ведомство высылает бланк незадолго до совершеннолетия ребенка. Многие родители поначалу попросту игнорируют это извещение и откладывают бумагу куда правильно, в долгий ящик. Поскольку до 18 лет вы должны знать, деньги начислялись автоматически, то есть без лишних действий, промедление ежегодно может обернуться для граждан потерей крупных сумм. Бумажная корреспонденция остается одним из основных, вы знаете, в Германии каналов связи с госорганами, поэтому такие как DHL фиксируют пиковые нагрузки в периоды рассылок. Официальные демографические отчеты показывают, что до конца 2026 года совершеннолетия достигнут почти 800 тысяч человек, и правила выплат для них могут измениться. В этот, скажем так, переломный момент вчерашние школьники массово переходят на самостоятельное обеспечение. Из-за этого на общенациональном кадровом портале Indeed все больше молодых людей рассматривают варианты дуального обучения или первой серьезной подработки. Примерно за 3 месяца до совершеннолетия подростка семейная касса высылает родителям те самые официальные данные для доступа к своему ведомственному онлайн-порталу. Через этот цифровой кабинет необходимо предоставить точные сведения о том, чем именно планирует заниматься ваш ребенок после школьной скамьи. Вам, друзья мои, придется указать, пойдет ли он осваивать профессию, поступит в университет или выберет добровольческую службу. Если проигнорировать этот вопрос и не отправить необходимые сведения, выплата может быть приостановлена до выяснения права на дальнейшее получение киндергельда. Чтобы выплаты не прервались, важно, друзья мои, уложиться в установленные сроки. Предоставление школьной и вузовой справки до дня рождения позволит сохранить непрерывность переводов. При необходимости киндергельд может быть назначен и задним числом, однако, друзья мои, внимание! Общий срок обратной выплаты ограничен 6 месяцами. Достижение совершеннолетия абсолютно не означает автоматического, скажем так, аннулирования финансовой поддержки. Процессы оформления учебных или производственных контактов в Германии регулируются установленными требованиями. То есть крупные индустриальные производители бытовой техники, например, уровня Siemens, или Miele, при зачислении молодых стажеров на практику также должны учитывать их текущий образовательный статус. По правилам Федерального ведомства по труду выплаты могут продлевать до 25 лет при соблюдении четких критериев. Подросток обязан обучаться в школе, осваивать профессию на производстве или числиться, например, в университете. Также, друзья мои, подходят варианты прохождения официальной добровольческой службы. Если же выпускник пока не определился с вектором, скажем так, право на выплату может сохраняться и в период поиска места при выполнении установленных условий.
Главное, это своевременно, друзья мои, да, своевременно сообщить о ситуации, и если ребенок ищет все-таки работу или место обучения, оформить необходимый статус в соответствующем ведомстве. Такой статус может позволить сохранять право на те самые начисления денег, пока вчерашние школьники выбирают соответственно свой дальнейший жизненный путь или, например, подрабатывают в службах курьерской доставки уровня Лиферанда, Вольт или других каких-либо. Универсального календарного дня, скажем так, для прекращения финансирования не существует, ведь семейная касса учитывает конкретные условия права именно каждого совершеннолетнего ребенка. Однако, друзья мои, общенациональное правило устанавливает возрастной предел. В большинстве случаев начисление детских денег прекращается после достижения, как я сказал, молодым человеком 25 лет. Единственным исключением из этого правила выступают особые ситуации, связанные с инвалидностью. То есть, если инвалидность наступила до 25-летия и из-за нее человек не может самостоятельно обеспечить необходимые средства к существованию, государственные выплаты могут продолжаться и после 25-летнего рубежа. Но примечательно, что с начала 2026 года фиксированный размер пособия Kindergeld, я вам и рассказывал уже, увеличился до 259 евро в месяц на каждого ребенка. Чтобы не столкнуться с приостановкой семейной выплаты, я все-таки советую не игнорировать входящую ведомственную корреспонденцию. Соберите необходимое подтверждение и своевременно все-таки передайте сведения через предусмотренные семейной кассой каналы, чтобы не возникли проблемы с дальнейшим получением денег. И это еще не все. Дальше важные новости Германии. Прямо сейчас Министерство транспорта Германии установило такие жесткие, скажем так, временные рамки, что это касается миллиона местных автовладельцев. Друзья мои, если у вас до сих пор старые права, вы можете оказаться в числе тех, кому необходимо проверить свой срок обмена. Чиновники установили обязательную замену, и если пропустить свой личный, скажем так, дедлайн, могут возникнуть неприятные последствия. Весь этот процесс обмена разбит, я вам скажу, на этапы строго по годам выдачи ваших документов. Смотрите сами. Владельцы старых бумажных книжек и пластиковых удостоверений, оформленных с 1999 по 2001 год, должны были полностью, я вам рассказывал, заменить их еще до 19 января 2026 года. А прямо сейчас ведомство переходит к следующей группе водителей. Если ваши пластиковые права были выданы в промежутке с 2002 по 2004 год, их необходимо, соответственно, обменять до 19 января 2027 года. Крупнейший автомобильный клуб ADAC приводит масштабную цифру. Всего около 43 миллионов удостоверений должны быть или уже были обменены в рамках этого процесса до 2033 года. Поэтому, друзья мои, откладывать какую-либо проверку своего срока до последнего дня не лучшая на самом деле идея. Для чего вообще немецкие ведомства устроили эту, скажем так, гигантскую суету с перепечаткой миллионов бланков? На самом деле, друзья, причина связана в том числе и с требованиями Евросоюза. То есть европейские правила предусматривают сегодня постепенный переход к единому формату водительских удостоверений и повышенным требованиям к защите документов от подделок. Кроме того, цифровизация водительских документов также должна упростить обмен информацией между государствами Европейского Союза. Из приятных новостей это сдавать заново теорию или практику при обычном обмене никому на самом деле не придется. Как правило, медицинское обследование или проверка здоровья для стандартной замены также не требуется. Это прежде всего административная процедура, то есть вы сдаете старый документ и получаете взамен новый, а действующая категория за вами сохраняется. Но если вы все-таки, друзья мои, решите забить на эти правила и проигнорируете свой дедлайн, могут возникнуть последствия. Управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением является административным нарушением, за которое в Германии предусмотрен штраф аж в 10 евро. Понятно, что из-за самого пропуска срока обмена вас автоматически на самом деле не лишат права управления,
но все-таки документ необходимо своевременно заменить. При поездках за границу ситуация может оказаться еще сложнее, поскольку требования к действительности водительского удостоверения и условиям использования автомобиля могут отличаться в зависимости от страны конкретной ситуации. С такими жесткими отказами из-за просроченных бланков автомобилисты регулярно также и сталкиваются при попытках арендовать транспорт через крупные международные сервисы проката вроде Sixt или Europcar. Чтобы процедура обмена не превратилась, скажем так, в ад, берите с собой все-таки паспорт, свежее биометрическое фото и старую карточку. Госпошлина, кстати, обойдется вам примерно в 25 евро. Важно здесь есть нюанс. Если прошлые права вам выдавали в другом городе, ведомство может потребовать выписку из местной картотеки, которую придется заказывать как удаленно. Новый пластик выдадут строго на 15 лет, да, друзья, 15 лет, после чего процедуру придется повторить. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных, друзья, новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний выпуск про отмену пенсии в 63 года, угрозу потери детских пособий и обязательный обмен прав, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.